Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и у нас сегодня, да, интересные новости подъехали вчера, к сожалению, не успел записать, но да ладно, это дело такое. Итак, как вы помните, вчера записал видео, да, по поводу обновки 3.19, и рассказал же в нем, что от нас разрабы что-то скрывают. И вот что они скрывали, оказывается, это был 18 уровень персонажа, да, сейчас видите, кстати, на экране акцию, приуроченную к прокачке персонажа, да, прокачать 6 персонажей, получить 3 черных ящика, за 3 персонажа 18 уровня получишь 10 гемов, ну из одного только один черный ящик. Кстати, было бы прикольно, если бы не суммировались, типа прокачал вот все 6, получил там 4 ящика, 10 гемов, ну скорее всего такого не будет, поэтому будет только чисто финальная награда. Ну вот, кто хочет там, я просто не знаю, кто может сейчас себе позволить прокачать 18 уровень. Ай, ладно, давайте я расскажу вам вкратце, что разработчики сказали по поводу 18 уровня. Они сказали, что другие уровни до 18 не получили никаких изменений. То есть 15, 16, 17. И 18 уровень это просто усиление персонажа. Вот и все. Также они сказали, что это еще не последнее усиление. То есть будет еще дальше у нас уровни. Но, конечно же, это будет не сейчас. Судя по тому, как они добавляют, они будут раз в полгода добавлять по уровню. Может чуть подольше. Но это так. Чисто мое мнение и чисто то, что я вижу. Кстати, смотрите, видите? Ой, разрабы. И ладно. Переходим к 18 уровню. Я, кстати, посмотрел, тут почему-то не такие уж и дорогие, как видите, цены. Мне казалось, здесь должно что-то подороже быть. То ли они изменили опять ценовую политику до 18-го, то ли я просто не обращал внимания, какие здесь были цены, но, как вы помните, здесь, я помню, 120 тысяч так и осталось, а вот тут там как бы 25, вроде было раньше больше, нет? Мне что-то кажется, раньше было больше, раньше 14 уровень я качал, ну... Сколько это 14 уровень? 1060, наверное, уходило? Нет, наверное, больше. Наверное, около 120 тысяч уже уходило. А тут, если посмотреть, то вот 120 тысяч как раз ходят сейчас на... Даже 100 тысяч уходит на 15. Поэтому странно немножко этот момент. Кто помнит, напишите в комментариях, будет полезно узнать. Вот такие вот новости. Вроде больше, кроме этого, ничего такого прям не было. Сегодня поиграем за Джейд. В командных боях. Сборочка, конечно, без укола адреналина, блин. Ну ладно, погнали. Надеюсь, меня не убьют. Не шотнут. Хотя в последнее время что-то как-то прям душно стало в зубке. Шотают прям только так. Ну, если ты не какой-нибудь там баг, которых нереально почти шотнуть. Которые тебя шотают в основном. Ой. Так, ну, вообще с 18 уровнем странно, конечно, что они делают. Вот уровни не добавляют, количество персонажей увеличивают. И для обычного игрока, блин, ну просто нереально дойти до 18 уровня. Это либо нужно, ну просто... Не... Ну, часов по 6, наверное, играть. И то не факт, что дойдешь до 18 уровня. Мне кажется, даже часов 6 будет маловато. Поэтому нужно играть часов по 10. Но это уже перебор. В общем, непонятно, как это достигать. 18 уровень. Ну, конечно, никсы себе забирают. Логично. Ну ладно, 13 уровень никс, в принципе, сидет. Так, тут еще ботик у нас есть. Команда, правда, немного разделилась. Ну что, деваться некуда, просто так поиграть пока что. С этим 13-м никсом. Но, может, в будущем разрабы что-нибудь сделают, потому что вот завезли еще не предметы, да? Эти предметы тоже сейчас не максимального уровня, поэтому будут еще выше по уровню. То есть, предметы новые есть, уровни новые есть, а прокачки того и того нету. Нормальный. Баланс. Это зубы, да. Ай, когда-нибудь они это сделают. Может через год, может через 2, может через 10. Как вы думаете? Ай, мы не успели, наверное, резнуть. Никс особо не спешит. Кстати, у новых смайликов тоже такая звуковая анимация. Вот такого звука. К сожалению. Я не знаю, почему они делают звуковую анимацию одинаковую для всех. Ладно, погнали врываться. Меня опять залагало. Видите? Смотрите, просто нажимаю, никакой... Пока не потяну в нужную сторону, ничего делать не будет. Че хамелеон здесь быкует, а? Ну вот, сейчас отлагало немножко. Ой. Конечно, фламингос себе позволяет многое. Опа, домой фламингос. Да позволялся. Ну, это изи, конечно, было, потому что у нас эти 13 никс. Он слишком силен. Он мог и спокойно как бы фламинго убить, но почему-то я вообще его не трогал, я не знаю почему. Ну, гении, их не понять. Хотя нет, вот он гений.
А тот кто? Ладно, неважно. Ой, чё, как они это делают, ну? Будем резать, что думаете, а? Ладно, резнем, давайте. Пока что можно побегать и позволить подраться, потому что я сильный достаточно. У меня еще есть аптечки. Вот, скажите, зачем я его резал, а? Зачем я это делал? Блин, он еще и победил с нами. Как же... Ладно, проехали. Не, ну что, неплохо получилось. Так-то 2 склада развалили. Вдвоем. Ну, типичная команда, да. Командные бои не прекрасны. Приходится соло тащить них. Ну, кстати, вот... Я вот вчера говорил по поводу того, что... Тигрица Джейд... Нет, я на ком-то другом играл. Вроде на Жирафе, когда играл. Говорил, что как-то 13 уровня уже маловато. Не хватает для 1200 рейтинга. Ну вот, 18 уровень завезли. Теперь понятно, почему 13 уровня не хватает. Теперь нужно хотя бы 15 иметь, да? Ой, раньше 15 был топовый уровень когда-то. Когда-то недавно, кстати. Буквально год назад. Если не... Даже не год. Это даже меньше. Ну ладно, посмотрим. Разрабы что-то делают, возможно... В ближайшем будущем нас как раз ожидать переработка прокачек всяких разных. Ну, это логично, она должно быть. Потому что без переработки прокачки у нас не будет нормального развития у персонажей. Ну, что-то там. Эх, я думал, дробовичок найдет. А вот дробак нашел, хороший бычок. Дробовичок я люблю. Ну все, теперь, в принципе, можно и подраться пойти. Только вопрос, где противники? Где же они, да? Ну вот пока далеко отходить нет смысла, потому что... Не, ну все-таки я 14 джейд, конечно, да, это хорошо. Это мощь, сила. Но какой-нибудь крабик может притянуть, и не будет у меня 14 джейд. Будет мертвая 14 джейд. Вон, кстати, крабик, да? Совпадение. Не думаю, о, какие-то лаги интересные из ниоткуда. Стандартно. Ладно, погнали искать противников. Бачок, найди мне противников, а? Да, вижу. Давай, что ты там ищешь? Красавчик, нашел гранатку. Гранатка это хорошо. А противников не нашел. Кстати, остался против нас буквально только один сквад. И один недобитый, да? Либо это боты. То есть, считайте, мы уже остались 1 на 1. Интересно, сможем развалить или нет? По сути, у них там должен быть легендарный дроп. У того сквада. Ох, конечно, я даю, да? Ну, утоните вы аптечку. Капец, ну... Аптечку не хотят лутать мои союзники. О, даблкил, красота. Доигрался хамелеончик. Забежал не в тот район. Там еще вроде бобер у них, что ли? Никс у нас пошел, умер. Смотрите, а. Типичный Никс. Да, у них там бобер. Ладно, давайте его спасем. Ну, если Генри успеет, то спасет. Спас. Зачем мы его спасаем, ни одному не пойму. Да блин, как же они дефаются, ну вы видите, а? Капец. Они слишком хорошо дефаются. Но они меня не видят. Они не знают, что я здесь стою. А значит, у меня есть шанс сейчас затащить. Так, -2, отлично. -3. Еще -1. А вот и бобер. Все, бобер попался. Ха-ха! Ты в ловушке, бобер, ты в ловушке. Ну, босс. Это ж надо было пойти в ближний бой против Джейд. Да, вот это, конечно, момент, когда твои союзники подставляются, умирают, тебе приходится их резать, тебе приходится идти в ближний бой против Джейд. Обстоятельства затащили. Бедный бобер, как ему сочувствую. И как же я его понимаю, когда это происходит. Ладно, погнали, закрепим этот успех. Ну, это Джейд. Просто бегаешь, убиваешь, как бы. Какой тут успех? Ну, или тебя бегают, убивают. Одно из двух. Ой, ладно. Ну,
Такая себе команда, конечно, в этот раз. Щита нету. Ну, хотя бы гранатку достали, и то хорошо. Гранатка и копье, ну, в принципе, должно хватить. Надеюсь, что хватит. А вот и дробовик, кстати. Отлично. Ильчанский, ты куда? Ты куда, друг? О, еще один лев. Интересно. Интересно, вы тут это бегаете. Капец. Видали, сколько с лука он мне нанес? 2 бобра. Любители стенок. А я любитель гранаток. Вот и все. Любитель гранаток победил. Какие дела? Блин, там у льва был золотой дробовик. Они его залутали. А нет, тут еще есть. Фух. Золотой дробовичок, это хорошо. А то один хамелеон тогда как-то достал. Кстати, странно. Тут же были с ним рядом Брюс и Краб. По идее, им тоже должен был упасть золотой дробовик. Супер, как всегда. Кстати, вот починили, помню, разработчики писали по поводу новых же этих анимаций, типа. Они перешли в этой обнове на новые штуки, бла-бла-бла, там. Ну, рассказывали, да? Вот эти свои сказки. Про то, как все хорошо, там. Как у них так все прекрасно. Да? Ну, в общем. Хавелёш, чё такое? Все, да, победили. Ладно, сейчас я это расскажу, а то как бы немножечко тут было не до этого. Разрабы рассказывали про то, что они заменили анимации в игре. В патче 3.18 даже, кажется, не заменили. И что же они сделали? Они говорили, что теперь там типа все работает, там замедление как надо всякие работают. Ну, в общем, все починили, типа, все красиво. Играл я вчера на Орле. Как вы думаете, когда я взлетал возле воды, что происходило? Правильно, я был замедлен скоростью воды и летел со скоростью воды. Баланс. Ой, да еще там, кстати, были тоже разные штуки. Уже не помню даже какие, но это по поводу того, что они все фиксят, что у них там новые анимации. Ага. Конечно, так мы вам и поверили. Ладно, ребятки, на этом закончим. Вот такая вот прекрасная Джейд. Имба. Не, ну тут повезло на самом деле, потому что получалось развалить команды. Все-таки, походу, зубы в эфире сейчас заменяют около адреналина достаточно неплохо, если маневрировать, да, качественно. Но опять же, нужно тестировать в большем объеме, потому что в 3 боя это такой. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии по поводу 18 уровня и кто его сможет достичь, да? Как его обычный игрок должен достигать? А? Как? Никак. Ладно, все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.